Всем привет, с вами Артем. Сегодня мы сравним производительность процессоров Xeon E5-2670V2 и E5-2689 в играх и бенчмарках. В предыдущем ролике мы сравнивали 2670V2 с 2650V2, можете ознакомиться с ним в подсказках или описании. Интерес к процессору 2670V2 появился за счет его неплохого ценника, около $26. И 2689 также скинул прайс, его стоимость около $17. Но между ними есть небольшое отличие. Первый — это 10-ядерный 20-поточный камень с бустом по всем ядрам 2,9 ГГц, что должно быть неплохим балансом между работой и играми. А 2689 — это уже всеми знакомый процессор. Более подробные характеристики можете посмотреть на скринах. Память будет работать на частоте 1866 МГц. С результатами AIDA-теста вы можете также ознакомиться на скринах. Настройки в играх будут максимально возможны, разрешение в основном 720p. Результаты на диаграммах — это чистый прогон бенчмарка FPS без захвата и оверлея, а возможно погрешность видео. Не будем терять время, небольшое вступление по поводу нашего ресурса. В преддверии 11.11 на AliExpress можно приобрести товар немного дешевле. Заходите на наш каталог товаров, я отобрал проверенных продавцов, с которыми сам частенько работаю. Процессоры, платы, память, система охлаждения, аксессуары, мыши, клавиатуры и так далее. Также на ресурсе есть форум, характеристики процессоров, материнских плат и много чего полезного. Заходите, не стесняйтесь, будем вам очень рады. В Ларе у нас средняя частота кадров по всему бенчмарку 90/93. Что касается последнего эпизода с рынком, то тут у 2670V2 переменный успех. Но стоит отметить, что в основном на этом самом рынке он оказывается немного быстрее 2689. GTA 5 средняя частота кадров по бенчмарку 58/62. Настройки у нас максимально возможны, сглаживание MSAA двукратное. Дополнительные настройки включены. Как можно обратить внимание, в эпизоде с машиной 2689, можно сказать, разносит 2670V2. Hitman 2 средняя частота кадров по отрезку 73/79. В данном проекте захват и оверлей налаживает серьезную погрешность на счетчик FPS. Так что ориентир на диаграммы, а я напомню, это чистый прогон бенчмарка FPS без захвата и оверлея. Dota 2 средняя частота кадров по отрезку 132/182. Тут 2689 отрывается по полной. Watch Dogs 2 средняя частота кадров 61/74. Это достаточно серьезный отрыв в данной игре. Несмотря на то, что у 2670V2 ядер больше, это его не спасает. 2689 его обходит. Обитель зла 2 средняя частота кадров 124/135, где процессор 2689 поддерживает тенденцию победителя.
Война миров Z. Средняя частота кадров по бенчмарку 62/87. Но тут стоит отметить, что практически каждый запуск данного проекта проходит с обновлением. Возможно, это налаживает своеобразную погрешность. Например, около полугода назад 2689 в данном бенчмарке показывал гораздо выше производительность. Она была около 126 кадров. Бенчмарк CSGO, средняя частота кадров 228/267. И последний на сегодня проект — это бенчмарк Stalker ZOO Припяти, результаты которого мы посмотрим немного позже. Вот такие получились результаты. В играх Xeon E5-2689 оказался быстрее E5-2670V2, но в рабочих приложениях второму нет равных, хоть и в некоторых программах с рендером разница была не совсем большой, около 20 секунд. Как недорогой игровой вариант, E5-2689 остается в топе. Как своеобразный баланс между игрой и работой, 2670V2 является хорошим вариантом. Данные процессоры, скорее всего, будут интересны держателям плат X79 на смену 2620 или 2640. На этом у меня все. Поддержите, пожалуйста, видео пальцем вверх, подпиской, если этого еще не сделали. Ну и, конечно, поделитесь своим впечатлением в комментариях. С вами был Артем. Всем добра.